Моя рекомендация о психологии в сериалах так хорошо зашла, что мы подумываем о новой рубрике, раскрывающей тему психологии в кино. Сегодня мы поговорим о новом сериале «Настя, соберись», который вышел 3 января на Кинопоиск HD. В центре истории девушка Настя и пятерка ее внутренних «я» с собственными интересами и представлениями о счастье. Они хитрят, спорят, даже воюют между собой. Ну, то есть не только помогают, но и усложняют жизнь героини. Что-то похожее мы видели в пиксаровском мультфильме «Головоломка». Если помните, в нем настроение и поведение героини менялись кардинально, когда одна из эмоций одерживала верх. И здесь вас ожидает нечто подобное. Ведь что такое кино? Это история дилемм и выборов. Именно за ними следит зритель, и чем эти выборы интереснее, тем интереснее история. Скажите же, очень интересно было бы посмотреть на развитие сюжета. Если вы хотите посмотреть сериал «Настя, соберись», переходите по ссылке в описании, и по моему личному промокоду «Оля, соберись» вы получите 45 дней бесплатной подписки на Яндекс.Плюс Мульти. И, кстати, мультфильм «Головоломка» также можно посмотреть по подписке. Подписка Яндекс.Плюс Мульти включает в себя не только тысячи фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD, но и Яндекс.Музыку, а также скидки и бонусы на других сервисах Яндекса, в такси, на Яндекс.Маркете, в каршеринге и даже на автозаправках. Причем подключить к подписке можно до 4 человек и всей семьей наслаждаться бонусами от Яндекса. Ну кайф же, какое крутое предложение! Итак, все переходим по ссылке, оформляем бесплатную подписку на 45 дней на Яндекс.Плюс Мульти и наслаждаемся сериалом «Настя, соберись». Приятного просмотра! Все чисто. Кто ищет, тот всегда найдет. Посмотрите еще раз. Внутри меня живет как бы 5 разных меня. И они все тянут меня в разные стороны. Я им имена даже дала. Богиня – это вообще в леопарде девица. Бусинка, оторва та еще. Алла Кирилловна – это здрасте, мадам. Хозяюшка, как из рекламы майонеза, все время что-то готовит. И сеструха. А сеструха самая уверенная. Обожаю ее. Уволена! В смысле уволена? А может, и без такой карьеры ребеночка заведем? Работа! Я хочу! Ребенка. Я хочу ребенка. Ноги. А то детей всех растеряем. Чтобы стекло куда нужно. Смайлик какой-то как будто от любовницы. Тварь! Где мои успокоительные? Едем к маме! Сначала избавимся от головастиков. Яйца мне его! На стол! Идите в жопу! Вы что, заблокировали рабочую карту? Без дома, без работы, без мужа. Теперь еще и нищая. Ты про осеннюю депрессию спрашивал? Да, кстати, ты подвержена? Слушай, ты знаешь, Антон Павлович говорил, что тот, кто счастлив, не замечает, когда зима, когда лето. Да, сидит тип в пальто, который. Вы не видите, потому что мы не показываем зрителя, потому что вы вообще тут ничего не решаете, но просто тип в пальто такой: ты прямо из деревни, из имения Антон Павловича? Я только что там был, это... Ну, то есть, подожди, что? Ну, блин. Ну, Нет, да, на самом хорошо. деле осенняя хандра – это биологическая У тебя же реакция. прямой эфир только что был про это. Ну, не только что, в прошлую пятницу. я рассказывала. И что это? Я говорю, осенняя хандра – это биологическая реакция. То есть темно, но это все связано с выработкой мелатонина. Да? Когда становится темно, мелатонин вырабатывается, нам сразу хочется спать.
Вот, поэтому, когда получается короткий световой день, получается, что мы на работу идем, еще темно, и возвращаемся уже темно, если идем куда-то. Ну и, в общем, и по идее организму нужно в среднем 2 недели, чтобы восстановиться и перестроиться. То есть это как биологические часы. Соответственно, если через 2-3 недели все не нормализуется, и вы до сих пор чувствуете себя несчастным, обесцениваете себя, никуда ходить не хотите, работу свою обесцениваете и чувствуете, да, что все очень неприятные кругом, и вообще вам все это не надо, то, скорее всего, это проявление уже самой настоящей депрессии. Берете ножичек, руку, теплая водичка. Да, и как я уже говорила, что лучше сразу обращаться, потому что не перестану это повторять. Депрессия все время меняет систему координат, поэтому наш мозг очень быстро адаптируется к тяжелому состоянию и долго нам не подает сигналы, что вообще это полный абзац, и нужно бежать за помощью, а мы начинаем, мозг нам начинает объяснять, что ну, конечно, темно же, ну, конечно, сокращение на работе. То есть, в общем, наш мозг нас найдет, как обмануть. Я полагаю, из того, что я об этом знаю, что это как-то связано с эволюционным развитием. То есть мы адаптируемся довольно быстро к тому, что есть. Но не стоит адаптироваться к депрессии, поэтому если стало тяжело, есть неудовлетворенность больше месяца в чем-то, и разговоры под винишко с друзьями не помогают, и, в общем, всевозможные курсы или чтение психологических книг тоже не помогает, то я бы советовала обратиться и не мириться с низким качеством жизни, потому что депрессия — это не что иное, как низкий уровень качества жизни. Балдеть, блин. Первое письмо. Слушайте, письма очень тяжелые, поэтому я обычно шучу. Тут, может быть, получится, может, нет. Кстати, по поводу того, что я шучу или еще чего-то. Если я не буду шутить, а мы будем все делать очень серьезно, тут, минут через 20 люди будут рыдать, понимаете? Кто-то правильно резать себе вены начнет. Теперь уже памятуя о том, что я здесь как дурак. Поняли? Петрушка. Да. Петрушка. Трачу деньги, которые заработал, блин. Да, прикольно, кстати. Деньги стоит иметь только для того, чтобы можно было их бессмысленно тратить. И чтобы никого не Неплохо. Ждите цитаты в Инстаграме «Чужие письма». Блин, она не попадает под православный вывод, блин. Ну ладно. Давайте, православная цитата. Деньги стоит зарабатывать только для того, чтобы потом отдать их Богу. За свечку, И ни за что никого не благодарить. Да. Здравствуйте. Сразу хочу сказать спасибо за вашу передачу. Она очень крутая. Руслан так вообще потрясающий. Господи, о таком мужчине я мечтала всю жизнь. Почему тебя сразу раскололи? Объясни мне, почему такое письмо не могло быть? Потому что я Петрушка. О настоящем. Мы с мужем одногодки, нам по 27 лет. С мужем в целом почти 4 года вместе и год как в браке. Но перенесу вас за 3 месяца до свадьбы. Все супер, мы выбираем банкетный зал, платье и так далее. В общем, перед свадебная суматоха. В эти периоды мы видимся с друзьями, обсуждаем свадьбу. Я почему-то уже тогда начала думать о мальчишнике. Сначала начала в шутку предупреждать в компании своего мужа, чтоб мальчишник не был ни в каких стриптиз-клубах и так далее, а то свадьба не состоится. В следующую встречу говорила, что даже девушек никаких не было. В общем, вы поняли. Раз 10 я говорил об этом, на что друзья его родной старший брат говорили: да нет, конечно. А я говорила, что мне не нужна эта грязь и вообще все это детский сад. Делать мальчишники, как в фильмах, банально. За неделю до свадьбы наступает день девичника-мальчишника. Меня девочки позвали в кафе, а за мужем приехало такси. Он не знал, куда его везут. Чтобы много не расписывать, а я уже много расписала, кратко. В этот вечер мы почти не списывались, иногда как дела, хорошо и все. Потом часа в 4 ночи мы остались вдвоем с подругой и решили присоединиться к мальчишнику. Это всегда же странно, нет? 4 часа утра, самое время посмотреть, что там творится на мальчишнике. Как же все наебененные и особо не отдают себе отчет. А что мой муж написал? Да, давайте только позже. Меня это насторожило.
В общем, потом мы соединились и приехали домой вместе с мужем. На следующий день я спросил у мужа, как прошел мальчишник, на что он сразу сказал, что если что-то этакое было... Чё? На следующий день я спросил у мужа, как прошел мальчишник. И чтоб он сразу рассказал, если там что-то этакое было. На что он сказал, что они просто ходили помолиться. На что он сказал, что они просто ходили по разным барам и все. Ничего не было. Через неделю наша свадьба. Все прошло хорошо. После свадьбы проходит месяц, и на какой-то пьянке в компании его друзей я узнаю, что они были в стриптиз-клубе. Нет! Своему я ничего не стала сразу выплескивать. Внутри у меня это переваривалось 3 дня, и я еще узнала, что моя лучшая подруга знала об этом сразу же после мальчишника. Но не рассказала мне, потому что не хотела сорвать свадьбу. Не хотела похавать, видать. Платье куплено. Да. Бля, я уже брюки купила, что это такое? Я поговорила с коллегой, у нее есть такой знакомый с ФСБ. Она предложила взять видео с камер стрип-клуба. Я отказалась, да. В общем, я обдумывала, как поговорить об этом с мужем. В один день я пришла домой и говорю: муж, В один день я пришла домой и говорю: муж, я что вот думаю про мальчишник ваш? Тебе точно нечего мне сказать? Ты ничего не скрываешь? Он: нет, конечно нет, что мне скрывать? Бу-бу-бу, я люблю тебя, давай займемся сексом. Ням-ням-ням. И тут меня бомбануло, я все рассказываю, что я знаю. Он шокирующе смотрит на меня и начинает говорить, что он этого не хотел и так далее. Он не знал, куда его везут. На что я сказала, что он все рассказал, чтобы было прямо сейчас же. Он сказал, что просто выпили, там посидели и пошли в следующий бар. А я взяла его на понт и сказала, что я уже нашла парня, который достанет все видео, и я все увижу. И попросила мужу, чтобы он мне тут же все рассказал. Он начал рассказывать, что и приваты были, и трогание сисек, и так далее. С ума сойти, да, не говори. Уф, блядь. Прям Толстой, блядь. Но он был как будто в фильме, и для него это все неважно и незначимо. Он находился в прострации. У меня, конечно же, не было видео, и даже то, что он мне рассказал, меня убило. Я была в гневе, в разочаровании, я ненавидела весь мир, у меня были истерики. Так продолжалось месяца 3. Я старалась забыть это, закрыть на это глаза, ведь мы только поженились, и это банальный мальчишник, что, наверное, у 70% мальчишников такие. Ага, 70, конечно. Но вот прошел год, все равно всплывает мальчишник в моей голове, я не доверяю своему мужу, его друзьям. И из-за того, что этот стриптиз всплывает, я по пустякам где-то могу делать мозг мужу, потом я особо не осознаю, что это из-за этого. Итог, прошел год. После этой ситуации она все равно всплывает, я плачу, мне плохо. Много было скандалов на этой почве, и свидетельство о браке было порвано, но потом склеено. И были... это вы смеетесь, я так не читаю. Я с драмой читаю, это вы ржете. Есть ощущение, что они уже год отмечают. Да. Короче, были готовы расходиться, но любовь преобладает. Фу. Сейчас снова всплывают в голове эти картины, хотя все хорошо, мы прилетели вчера с отпуска, провели отлично время. Но нет доверия у меня все равно. Я не боюсь остаться одна, я думаю о том, что скажут родные и тому подобное. Как бы вы поступили? И, Руслан... Так. И, Руслан, ты бы остался на таком мальчишнике в свою честь? Когда будущая жена за месяц до мальчишника просила всех, в том числе и тебя, без грязи. Вы вообще не по адресу, мадам. Вообще не по адресу. Мне кажется, если уж отвечать на твой вопрос, из вопроса, остался бы я там или нет. Я думаю, что я бы очень сильно для начала разочаровался бы в своих друзьях, которые на мальчишник повезли меня в стриптиз-клуб. Так. Потому что, давайте честно, это уже все, конечно, в далеком-далеком прошлом. Так Россия будущего уже не живет. Я имею в виду к тому, что это достаточно, на мой взгляд, стереотипное и маргинальное проведение каких-то мероприятий. Особенно мальчишника, нет? Вообще странно перед свадьбой ебать другую бабу просто так где-то в бане в какой-то, нет? Я не моралист ни в коем случае. Я за любые такие дискотеки, да, назовем это так. Но в целом странно, я имею в виду.
Но как будто я, прочитав это письмо, тоже подумала о том, что понятно, что это известная традиция мальчишников и девичников, да, и ведь очень часто истории, ну, во всяком случае, чаще слышны истории мужских мальчишников, просто девчонки, видимо, лучше шифруются, накануне свадьбы. Ну, то есть, типа, они уехали в Одессу, ну... Не, в Одессу это было Нет, еще потому прикольно. что вообще это действительно странная как будто, ну, как бы культура. То есть оба должны быть напряжены или должны супер друг другу доверять. И тогда я думаю, что руководит друзьями, которые это организуют, да, и когда ты тогда вроде как оказываешься в ловушке, если подружки такие организовали тебе стриптиз, да, они так долго готовились, они ждут твоей реакции, ты такая, типа, серьезно? То есть вы хотите, чтобы я с разбитой головой завтра шла, ну, типа, под венец? Ну, то есть я вот думаю, как должен, ну, как бы реагировать человек, если ему действительно это сделали как сюрприз. То есть тебе нужно сказать: пацаны, вы, типа, живете так, про Россию будущего не построим. Ну, я про это и говорю, что да, что ты, ну, я бы в первую очередь напрягся бы от своих друзей в том плане, что они вообще не творчески подошли. Ну, просто, типа, просто в стриптиз я бы подумал, бля, у кого-то доля у вас там или что? Почему мы тратим деньги да, там, мое бабло туда, непонятно в этом. В целом странное ощущение, да, устраивать девичник и мальчишник. Ну, я имею в виду, это же какой-то ритуал, обычай вообще из супер далекого прошлого. Вот да. Когда, видимо, к этому что-то предрасполагало, сейчас в целом странно перед свадьбой напрягаться, сидеть такой, он кого-то трахает или нет? А он такой, может, он кому-то сосет? Господи, боже мой. В 4 утра, может, мы подъедем? Да. Посмотрим, на что ты вообще способен. Я вообще подумал, кстати, что женский, мужской, мальчишник, девичник разные, даже если проходит со стриптизом. Разные? Да. Ну, я к тому, что если моя женщина пойдет на девичник, она даже может мне сказать, у нас будет стриптизер, я такой, да, вообще без проблем. Стриптизер среди вот... Мужик-стриптизер, по мне как, мужик-стриптизер среди много-много количества женщин, он больше бедолага, нет? Ну, что-то такое, раздеваться сейчас представила еще, одним. Ну да, что-то там жопой как-то крутить вообще. Вот это, кстати, я думаю, вопрос такого же стереотипа, как стереотип, что мужчины больше изменяют, чем женщины. У нас нет такой статистики, но у нас есть предположение, что есть о чем-то, о чем рассказывать классно, да, как раз благодаря стереотипам, и о чем-то, о чем лучше, ну, не рассказывать и умалчивать. Поэтому насколько мальчишники проходят ярче, чем девичники, я имею в виду ярче в плане того, что будет что внукам рассказать, или что внукам не будет что рассказать, то вот тут на самом деле непонятно. Но действительно традиция странная. Но относительно вот конкретно этой девушки, хотя когда я, я когда прочитала это письмо, я как-то начала ей сопереживать, потому что она прям мучается, да, и я прям вот через каждую строчку видела, что ее не отпускает, да, и она вроде даже и рефлексирует на эту тему, она говорит, я какие-то гадости ему специально делаю, да, или там делаю ему мозг, потому что я прям не могу отпустить эту идею. Но это да? очень плохо в целом. Ну, уже в целом и для него это в том плохо числе. и для него, и для нее, ну, потому что все время жить с ощущением, что вроде все должно было идти, как ты себе запланировала и представила, да, и вроде у вас все хорошо, но ты вот из него клещами вытащила вот, то есть ту информацию, которая как будто бы, насколько она тебе нужна была, насколько ты хотела получить эти картинки для своих фантазий, да. Ну, где-то грань между тем, что, пофантазировать там про гулянку в баре, да, которая тоже может быть очень разная, и заставить его произнести, смотря в глаза, вот эти слова и все описать. Чтобы Давайте потом... я для всех 150 тысяч подписчиков нашего канала сейчас скажу вам одну простую вещь. Вы каждый раз, когда хотите, узнать у мужа, расскажи мне, что там было, вы же явно что-то предполагаете, что он вам скажет. Так вот, то, что вы предполагаете, не отражает даже, и 10% того, что он вам может сказать. Поэтому, прежде чем задавать такой вопрос, все увеличивайте на 10. Вы думаете, он, наверное, трогал сиськи. Увеличивайте все на 10. Как минимум 10 сисек он трогал, понимаете? Я имею в виду, из-за этого же, возможно, еще и разочарование связано, потому что он говорит, расскажи мне правду, и потом рассказывает правду, он такой, ты нахера рассказал вообще, сейчас это уже не исправить, не? Ну, в том плане, вот ты же про это как говоришь, будто что... по-житейски, да, можно всем всегда советовать не колоться до последнего. Но это так по-житейски. 100%. Да, еще это за мужичок такой. У меня есть видео с того стриптиз-клуба.
А с другой стороны, ну, перед тем, неважно, мужчина или женщина, когда, ну, прижимает к стенке, да, блефует или залезает в телефон, да, что для меня непонятно, ну, ты как бы, ты готова или готов иметь дело с тем, что ты там увидишь? Ну, вот насколько тебе нужно прорваться на ту территорию? Я понимаю, если речь идет о газлайтинге, да, и мужчина уже как бы особо, не скрывает, да, палится, но когда ты ему что-то говоришь, он говорит, это все в твоей голове, все в твоей голове. И ты в какой-то момент уже думаешь, мне точно не нужны эти отношения, я готова иметь любое дело с тем, что я там увижу, но я хочу доказать, что это не в моей голове, а в твоем, телефоне. Вот тогда я понимаю, как бы, зачем ты туда лезешь, потому что, как бы, стадия уже, как бы, то есть тебя делают безумной, да, своим поведением. Вот. А если ты не готов иметь с этим дело, то тогда, не лезь. Если тебя потом это убьет, и ты будешь потом с этим жить, что это дело. Но я понимаю, что это такие все рассуждения, пока это не касается тебя внутри. Это как курица или яйцо, знаешь, в том плане, что делать? Узнавать или не узнавать? Да, это когда кроме тебя, как будто никто на этот вопрос никогда не может ответить. Ой, да? Сейчас такой милый вообще, да? А что это? Я такой, типа... Вот, но смотри, если... я просто сказала о том, что я действительно сопереживаю, потому что человеку, очевидно, плохо, но вот это письмо, знаешь, мне напомнило вот эту вот идею «хочу управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Да? Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть у девушки, у нее есть проблема, что она не может управлять миром своего мужа. То есть управлять этим миром на 100%. Миром или конкретным днем? Нет, миром. Это глобальнее. Это не только касается мальчишника, да? То есть у нее не только его миром, но и его окружением. То есть друзья не должны были этого делать, подруга должна была рассказать и так далее, и так далее. То есть, но правда в том, что женщине невозможно управлять на мужской территории, да, если она хочет партнерских отношений. Точно так же, как и мужчине. Не стоит заходить на женскую территорию. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Просто... Правда в том, что чем жестче запрет, да, а женщина, которая хочет управлять, это не только женщина, которая хочет уважения и честности, да, в отношениях. А если ты хочешь управлять, а вот мне кажется, что это про нее, потому как она, понимаешь, шла к этой правде. Если ты хочешь управлять, ты хочешь иметь человека под контролем. А если ты хочешь иметь человека под контролем, то ты табуируешь у него не только поезд в стрип-клуб, да, но и просто, когда он смотрит восхищенными глазами на другую девушку, потому что она что-то интересное разговаривает. То есть вот эта вот женщина, которая хочет управлять, она так на своего мужчину посмотрит, что он вообще глаза за вечер не поднимет больше. То есть если так выстраивается. Но еще женщины, которые хотят управлять миром своего мужа, нападают и на фантазии. То есть, условно говоря, вот это вот поезд в стриптиз-клуб... Мне плохо стало, блин. То есть она должна знать еще, о чем ты фантазируешь, понимаешь? И вот чем больше этот запрет... Не, ну а как? Вот это же ваше любимое. Хорошо, а для чего? О чем ты сейчас думаешь? Да. Да, почему я должен тебе сказать? Да, я думаю, как бы ты сдохла от ковида. Вот прямо сейчас, чтобы мне выдали мешок, который нельзя вскрывать, чтобы я тебя больше не видел. Вот. Такие ощущения, мне кажется, должны возникать у человека, когда вот так вот пытаются контролировать его жизнь. Да, и происходит это всегда, то есть, условно говоря, такой тотальный запрет, который накладывают женщины, которые хочет управлять миром своего мужчины, приводит к фетишу. Да, то есть, к тому, что у мужчин начинают появляться какие-то извращения. В том плане, да, то есть я при ней никуда вообще не смотрю, и еще ни о чем не думаю, и убиваю все свои фантазии, но все равно, так как если он еще остается... за это я начну нюхать трусы подчиненных. Например. То есть, если она, условно говоря, скажем, психоаналитически, если она еще не кастрировала его этим, да, ему, его либидо ищет куда-то выход, сексуальность, то она найдет в какой-то, более изощренной форме, чем просто посмотреть на другую женщину и подумать о том, что у нее очень красивые ноги, да, или очень красивая грудь. Он, скорее всего, будет в магазине такой: о, какой большой киндер-сюрприз. Лучшая реакция. Я обожаю, когда я что-то говорю, люди такие. Это значит, я достучался в последнюю дверь, куда надо. Да, но и если думать о том, в какой момент нам нужна власть, да, и власть нужна тотальная, чтобы вот прям все взять от этого мужского мира, это обычно, когда мы очень уязвимы.
То есть мы боимся проиграть конкуренцию. То есть если человек уязвим, и у него есть фантазия, что мужчина в какой-то момент, возможно, прямо через 5 минут, возможно, через год, а расслабиться же не удастся никогда, выберет какую-то другую женщину. Поэтому тогда надо класть мораторий вообще на весь женский пол, независимо там от возраста, там, не знаю, внешности, близости родственных связей, понимаешь, вот прям на весь вот этот вот женский род. И тогда получается, что, ну, в общем, эти отношения не оказываются так скажем, удовлетворяющими. Так, у меня тут сейчас, после того, что ты сказала, больше совет не этой девушке, а ее мужичку. Я видела, что тебя аж подташнивать начало на моменте мораторий на твои фантазии. День в обед, глянь это видео и съебывай. Потому что это, конечно... Так, я наблатыкался, я уже это говорил в одной передаче, что наблатыкался психоанализу. Все просто. Оказывается, все проекции. Все. Все, что вы думаете про партнера, это вы сами так хотите. Правильно? Ну, не все, но часто. Ну, подыграй, блин. Я к тому, что она думает и узнает, что он там делал на мальчишнике. А возможно, она такая, мы просто с девочками пошли в кафе. И в 4 утра, типа, решили к мужу присоединиться. Ну, мы же не знаем, что было до 4 утра. А что она делала в кафе? Что это за кафе было? Может, это было кафе члены и кофе? Ну, типа, нет? Смотри, поддерживая твою теорию, я как раз, ты любишь мне в конце задавать вопрос, а так что делать, да? Дальше, ну, то есть, условно говоря, если ты работаешь с клиентом, да, или если ты разбираешь письмо, которое вот тебе написали, и человек тебя спрашивает, а что мне тогда делать? Возможно, вы правы, да, то есть вот у меня есть такой жесткий контроль, и я действительно чувствую себя уязвимой и боюсь конкуренции. Тогда нужно задать себе вопрос, с кем вы боитесь конкуренции? Может быть, вы сами хотите на подиум? Ну, то есть вы так переживаете по поводу этого стриптиз-клуба, но я не говорю в плане, что ты хочешь она хочет сама... на мальчишник как стриптизерша? Нет, послушай, да, я договорю, чтобы это правда так не прозвучало. Закончу мысль. Вы конкурируете с девушками, которые танцуют в стриптизе. Вас это год не отпускает. Может быть, вы сами хотите на подиум, метафорически. Может, вы хотите чувствовать вожделение в свой адрес. Может, вы хотите дополнительного внимания. И так, ну, то есть нужно понять, ты имеешь в виду, почему, что может... на каком поле происходит эта конкуренция, да, и в чем твоя уязвимость, что ты себе не можешь позволить, да, что могут позволить другие женщины, на которых там накладывается этот мораторий. Не знаю, может быть, звучало сейчас сложно, да, и как будто я предложила ей быть стриптизершей, чтобы ее отпустила, но это не так. Я просто говорю о том, что ей не хватает чего-то, чтобы ей самой хотелось. Может ей подойти к мужу и сказать, не хочешь трахнуть меня за 3000 рублей в час? Не? Я похожу тут по столу. Насколько я знаю, в кабинете сексолога дают и такие, знаешь, наставления. Ну, поэтому ролевые игры никто не отменял. Вообще, собственно, как в жизни в паре, так и в сексе. Каждый раз, как ты что-нибудь говоришь, я всегда думаю, какой я был тупой. Ну, я имею в виду, я же каждый раз думаю, что я тоже уже разбираюсь и строю какие-то свои варианты внутри головы. И они всегда очень такие, знаете, ну, первоступенчатые. Ну, я такой, я же сразу подумал, какая-то ебанутая. А оказалось, видите, что она, возможно, хочет, чтобы муж, может быть, грязный ее взял в каком-то таком ключе. Ну, или хочет большего внимания, или не может себя по какой-то причине вести более открыто, даже вот просто более дружелюбно Все, с я другими с тобой уже согласен. а не с твоим Она, мужем. судя по письму, слишком правильная. Вообще, в целом, строит жизнь слишком правильно. Друзья должны быть друзьями, которые такие, знаете, как у Д'Артаньяна. Ну, она такая немножко все как будто... в шляпе, со шпагой такие. Куда скакать? Ну, подруга должна быть такая, типа, тоже. Обязательно толстая, уродливая, знаете. Оттенять, такая немножко как будто ортодоксальная. Абсолютно вот в понимании, верно, да. таком клишированном понимании ортодоксальная жена, при которой глаза в пол, а все радости и веселье где-то в другом месте. Да? И как будто она даже мужа не, как сказать, не... Она как будто мужу завидует за то, что было на том мальчишнике у него. Нет? Ну, типа, ей подруги... Она такая, куда мы, подруги, куда? Мы такие, в шоколадницу. А еще подруга знала, что там было. Да. А там за мужем заехали. Он не знает, куда ехать. Она такая... Он просто чизкейк какой-то. Ну,
Ну, она явно не может себе что-то позволить. Легендарные блинчики с маком. В шоколаде там есть. Есть такое Объявление блюдо. следующее, Меня да? убивает слово легендарные просто. Прославились в Первую мировую. Да. Нет, странно. К чему угодно поставь слово легендарные уже. Особенно к блинам, это вообще, конечно. В общем, Слушай, прикольно, как опять все выкрутилось. Как мне нравится, знаете, чем нравится эта передача? То, что люди пишут письма, такие, я жертва. А мы в конце такие, не-не-не-не, ты агрессор. Понимаете? Да? У нас в прошлой передаче мы обсуждали женщину, которая живет в грязи. И есть такое ощущение, что вот та живет, а это хочет. как ты, а? 2 высших образования. Хотите понять, о чем Руслан? Посмотрите предыдущий выпуск. О, идеально, красотка. У нас теперь не шоу, а сериал-шоу. Поняли? Все. Бен, если бы можно было, я бы такую кнопку сделал, что нельзя смотреть новые видео, пока не посмотрел все предыдущие, да. Круто, великолепно. Мне кажется, все дело в лосинах. Ты когда вот их одеваешь, сразу, Да? Как-то атмосфера по расслаблению, вообще, да? да. Как ты когда одеваешь лосины, я все понимаю. Здравствуйте, Руслан и Оля. Вот, понадобилось 20 выпусков, чтобы люди больше даже не шутили на эту тему. Я выбрала эти 3 из сотни. Это неправда. Не знаю, мы в одном из выпусков вычислили, что я нарцисс, поэтому мне все еще нравится, что здравствуйте, Руслан и Оля. Меня зовут Елена, и я бы хотела услышать ваш совет на данный аспект моей жизни. Мне 24 сейчас, и я пережила сексуальное насилие, когда мне было 16 лет. Тогда я не поняла, что толком произошло, так как совсем не понимала, что такое секс. Я должна была быть идеальным ребенком для своей мамы, а как оказалось на практике, я научилась... Так, стоп, я все... После того, видимо, как она пережила сексуальное насилие, она бросила школу, потому что... Мне сейчас 24, и я пережила... Я так хотел драматично прочитать это письмо, и ничего не вышло. Мне кажется, мне нужно в моменте объяснять, Нет, тут очень много скобок каких-то. Я пытался их пропустить, а оказывается, это важная часть предложения. Нет, просто когда читаешь письма про насилие, да, то в любом случае вышибает, да, поэтому единственный способ — это начать защищаться. Поэтому если кто-то думает, что когда Руслан начинает шутить над этим, да, то это не так. Просто иногда, впадаешь в такие состояния и переживания, что как-то хочется из этого поживее выбраться, и иногда даже шутить про то, что, после насилия она не пошла в школу, потому что как-то просто нужно двигаться дальше. Поэтому, если вам когда-то кажется... Я так пошутил, потому что ничего не понял из того, что прочитал. Обычно для меня И психоанализ я тут не заказывал, да? Обычно для меня в скобках пишут, дополнительную информацию, а не главную. А тут оказалось наоборот. Итак, мне 24. Я пережила сексуальное насилие, когда мне было 16 лет. Говорить об этом легче, чем писать, оказывается. Тогда я не поняла, что толком произошло, так как совсем не понимала, что такое секс. В моей семье не говорили на такие темы, а жаль. Я должна была быть идеальным ребенком для своей мамы. Мои родители занимают высокие руководящие должности в администрации города, поэтому о каждом моем шаге им докладывали. А как оказалось на практике, я научилась хорошо врать, и каждый раз, когда мое вранье вскрывалось, я получал от мамы. А папа просто стоял и смотрел на это. Любимым методом воспитания был тапочек или таскать меня за волосы. Вот те или. Я плохо помню происходящие события того вечера. Но могу однозначно сказать, это не было киношное насилие. Меня никто не бил, не затыкал мне рот. Просто я не понимала, что происходит. Этому человеку на тот момент было 27 лет. Чтобы вы понимали, я поняла, что произошло только через несколько дней. Когда он мне сам написал и сказал, что лишил меня девственности. Можно меня осуждать и говорить, как я могла не знать, как происходит секс, почему я ничего не почувствовала, да и зачем я вообще сама пошла и так далее. Иногда я задаюсь этим вопросом, а было ли это насилие и считается ли это изнасилованием, ведь все мы знаем, что должно быть больно физически, но в моем случае этого не было. Но я однозначно могу сказать, что я не хотела этого и не была готова. Когда я поняла, что случилось, я пошла к своей подруге и сказала, что переспала с мальчиком, на что надо мной посмеялись и сказали, что мне не верят, я вру.
Такая же история повторилась, когда мне было 18 лет. Ты думал, за 2 года что-то изменится, что ли? Надо мной просто посмеялись и сказали, что я вру. В общем, проблема с враньем остро стоит в моей жизни. Больше я никогда об этом не говорил никому. А теперь суть самой проблемы. Боюсь, ненужной воды еще будет много. Я тоже этого боюсь. В 16 лет я резко изменилась. Стали более жестоко и цинично, и с возрастом это только усиливалось. Про меня можно сказать, что я типичная сука, которая плевать на других. Я бешеным образом начала исправлять факт того, что со мной произошло. Я искала себе ненужные отношения, но главным фактором всего было, что я как мантру повторяла. Да, у меня никогда не было парня, я ни с кем не спала. Сейчас я уже понимаю, что я таким образом пыталась каждый раз переписать историю и все исправить. Все стало хуже, когда я уехала из своего города учиться в миллионник. Со временем я обрела репутацию шлюхи. Но и вранье о том, что у меня никого не было, тоже прекратилось. Тоже верно. В какой-то момент я поняла, что больше так не могу, и пошла к психологу. При вузе это было 1 раз. Тогда мне и сказали, что или я принимаю ситуацию в своей жизни, и она становится частью меня, или разговаривать дальше не о чем. Тогда это прекратилось, и в тот же момент я встретила человека, с которым была вместе 5 лет. Возможно, я сильно его полюбила, что и заставило меня быть с ним и принять все, что со мной случилось, и перестать чувствовать себя одинокой. Я не умею быть одна, я сливаюсь в бездну отчаяния и одиночества. Но в отношениях полностью слилась с человеком, я сама не могла ничего решить, была зависима. Мы были вместе 5 лет, и потом я поняла, что больше не могу, не хочу. Я даже не понимала, люблю ли я этого человека, и я ушла от него. Честно, я почувствовала облегчение. Сейчас, спустя полгода после разрыва, я заметил одну вещь. Я снова ебусь со всеми подряд. Это не я придумал, это... со всеми подряд. Мой близкий друг, когда в очередной раз я собирался уезжать с неизвестно с кем, сказал, что у меня просто отбито чувство самосохранения, и такими темпами я могу нарваться на какого-нибудь отбитого парня. После этих слов очередного ненужного мне секса я заметил, что меня раздражают эти люди. И я хочу побыстрее от них избавиться, даже если это были хорошие мальчики, но как только я с ними спала, они начинали меня раздражать, бесить просто своим присутствием, действиями. И тут я переспала с бывшим. Я люблю его до сих пор, я это поняла. Но готов ли я к нему вернуться, а главное, готов ли он меня простить? Были вопросы в моей голове, но ответы на них я получила достаточно быстро. Человек хочет семью, и как бы он меня не любил, он вернется ко мне. Ведь, по его словам, как я буду кормить ребенка, я совсем даже не умею готовить. Это было конец всего. Я удалила Тиндер и Баду. Речь про насилие. Вы охренели? Ведь я таким образом замешала чувство одиночества. Я удалила Тиндер и Баду. Но надолго ли меня хватит? Ведь я таким образом замещала. Буква «щ» и «аш» сильно влияют на контекст. Замещала чувство одиночества. Я не одна. Вот тело, которое меня раздражает, секс для меня стал не способ удовольствия, а способ быть хоть с кем-то, чтобы не чувствовать ничего, как принять себя и свое прошлое. Как найти себя? Ведь я совсем не понимаю, кто я, и не могу принять себя. Свое прошлое, свои чувства, эмоции. Я не понимаю, какие чувства я испытываю, что я такое в конце концов. Спасибо, что прочитали мою исповедь. Ура! Я могу просто пить вино. Все в руках Ольги. Я в данной передаче отвечаю за маргинальное какое-то мнение. Здесь оно вообще не супер. Я вот думаю, что для нас до сих пор остается вопросом, насколько этично сокращать письма, потому что, есть, супер... Вообще все письма интересные, содержательные, интересные, в том плане, что каждому хочется ответить, но как будто бы можно сокращать, да, и брать длинные. Я пытался, но я не понял, что там сократить, потому что в целом там, я не знаю, как сказать. Чтобы попасть в контекст, да, как будто бы важно, да. А что там вычеркнуть? Да, что я со всеми трудно. ебусь? Это важная часть письма. Не? Что типа я там вру, тоже важно, и так далее, и так далее. Что я с бывшим там. Нормальный такой клубочек вообще, да? Чтобы вы понимали, я уже это как-то раз говорил. Знаете, каждый раз такие люди с вами ездят в метро. Когда вы смотрите, думаете, что значит серая мышь? Серая мышь, там он... Смотри, я сразу скажу, что я, помимо того, что писем с абьюзом довольно много, да, я взяла именно это письмо, потому что тут прозвучала фраза о том, что хотите верьте, хотите нет, хотите можете смеяться, но я не поняла, было ли это насилие или нет. В моменте, да, это было по обоюдному согласию,
и как будто только потом я поняла, что произошло. Да, и, я думаю, всем известна популярна тема #MeToo, да, когда, как будто бы девушкам задают вопрос, а почему вы там через 10 лет вдруг спохватились, да, и поняли, что это было насилие. И я думаю, я, безусловно, не скажу, что все, да, но я думаю, что львиная доля женщин с похожей, так скажем, патологией, потому что эта патология, попадают, скорее всего, в такие ситуации абьюза, когда они не идут за повышением, там, за ролью, понятно, да, референс к Вайнштейну, а когда как будто бы до конца им в процессе непонятно, абьюз это или нет. Сейчас я объясню, особенно что в это раннем такое. возрасте имеется в виду, наверное. То есть она пишет, что это произошло в 16 лет. Я вспоминаю себя в 16 лет. Это все-таки был еще какой-то там двор. И те пацаны, которые были покруче, типа тебя в пальто такие. Нет, они, как правило, они просто были альфа-лидерами в этой конкретной тусовке. И вспоминаю все их истории сексуального характера, они все, как правило, были либо с ровесницей, либо с младшими, и носили очень такой односторонний характер. Да, почти принудительный, да. То есть не зря во дворе все говорят, я ее трахнул, я ей там кинул палку, я ей дал на клыка. Это все... Да, слушайте, это надо говорить, это не я такое придумал. Такое существует. Я имею в виду, вы наверняка, возможно, ваши дети из дворов-то вообще ниоткуда не исчезло. Это все существует. Раз ты сказал про возраст, то это, в общем-то, основная идея, почему за секс с несовершеннолетними сажают. Потому что, я согласна, в этом ювенильном возрасте, да, действительно тяжело отличить, условно говоря, и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Ты идешь туда за сексом, ты идешь туда за телом, или ты туда идешь за теплом и одобрением, а получаешь в комплекте и то, и другое. Конечно. То есть желание быть с кем-то, да, желание быть парным, желанием чувствовать другого в этом возрасте может подменяться, а сексом ты, в общем-то, расплачиваешься, потому что вроде так оно принято, и, в общем-то, другой заинтересован именно в этом. Я имею в виду, понятно я объясняю, да? Еще же Спасибо. во дворе все врут. Я имею в виду и подруги в том числе, которым по 15-16 лет, они такие, мы уже давным-давно в этой теме и так далее. И ты чувствуешь себя белой вороной и думаешь, да уже кто-то трахните меня уже хоть каким-то образом. И отдаешься в это, не понимая, что это не обоюдно, это не по согласию. Да, и это тоже проблема. Это как будто тебя к этому подтолкнули, знаете? Да. У всех разное сексуальное созревание, и зачастую, в общем, рассказывают и мужчины, и женщины, что сделали это потому, что типа кому-то это было надо, и когда-то это было пора, совершенно без потребности к этому. Да? Это тоже... Я девственности лишился в 19, на практике. По словам, в 16. Это чистая правда. Я 3 года прибрехивал, что я уже трахался. Отличный способ не делать того, чего ты не хочешь. Абсолютно верно. Я на словах всегда опережал себя в сексуальном развитии. Знаете, я в 19 первый раз потрахался, но на словах я уже спокойно раздавал всем в рот. Хотя мне по-настоящему сделали классный минет в 22. 3 года. Вот, кстати. Не любовь живет 3 года, а пиздеж живет 3 года. Понимаете? Слушай, давай, сложная тема, сложное Абсолютно. письмо, продвинемся дальше. Я объясню, что я говорю о том, что я имею в виду, когда я говорю о том, что девушка может не понять. Мы видим в ее истории ранний абьюз. Это, в общем-то, мать, непонятно за что и как она таскала, кстати, за волосы, да. И, в общем-то, если, забегать вперед, то тут получается, что у нее мать отделена от отца, то мать вроде как насильник, а отец такой наблюдающий, да. Но, в общем, когда работают с подобными ситуациями, да, то важно соединить эту пару, потому что это насилие вообще от пары происходит. Да? Ничего не делающий, наблюдающий отец, он такой же насильник, как и мать, которая таскает по полу. Поэтому, в общем, абьюзу она подверглась раньше. Что происходит, когда человек подвергается абьюзу? Я не знаю, если кто-то смотрел с этим Камбербэтчем сериал, где у него было насилие со стороны отца, он потом стал героинщиком, вот я вижу, что видели. Там очень хорошо показано, что он подвергается абьюзу со стороны отца, и он, лежа на кровати, смотрит на потолок и видит, как пробегает ящерица. И он уже ретроспективно рассказывает, тогда в 4 года я придумал, что я это не я, а я это ящерица. Это называется диссоциация, расщепление личности, когда ты отделяешь одно от другого, условно говоря, свое эмоциональное, свою душу от своего тела.
Вот если в момент абьюза произошло, а это происходит довольно часто при раннем абьюзе, происходит вот это вот расщепление. То есть у тебя, грубо говоря, твоя душа отдельно, а твое тело отдельно. И тогда, условно говоря, возвращаясь к мету, да, возвращаясь к истории, что, может, это звучит странно, но я не понимала, да, это абьюз или нет, то у этой девушки может быть вот эта диссоциация, да, что я как отделена, знаешь, как в облаке, а мое тело — это всего лишь инструмент. И как будто бы так же, если кто-то смотрел, я знаю, что у меня будет много референсов сериалов, многие смотрели The Morning Show, да, где описывается ситуация YouTube, там в одной серии как раз пример того, как девушка поднимается в номер к своему начальнику, к своему наставнику, она идет за одобрением, да, туда, ну, то есть он так это обставляет, что они идут в номер после огромной трагедии, он говорит, давай посмотрим какой-нибудь фильм, невозможно засыпать с этим. Ну, то есть, и вроде так и у меня первую часть сериала было ощущение, ты когда поднимаешься в номер, ты же понимаешь, да, как бы куда ты идешь. Но особенно, как мне кажется, в этом сериале очень круто показано вот этот переломный момент, когда ты начинаешь понимать, глядя, еще актриса потрясающе играет, что она как будто в этот момент, она не может его оттолкнуть, потому что ей очень нужно его одобрение как отца, как старшего, да, по иерархии, потому что он суперизвестный, там, на всю Америку ведущий, да, она стажер. Он начал с того, что ты вот то, что ты пишешь, это круто, а не с того, что у тебя ноги красивые. То есть он ее завел на ту территорию, из которой ей было трудно выбраться, да, и когда уже у них начался секс, показывают, что она абсолютно отключена, то есть она превратилась как будто в куклу в этот момент. И вот в сериале им удалось показать вот эту диссоциацию, что она становится отдельной из разряда «я могу это переждать», потому что я не могу с этим ничего не сделать, я в аффекте. Ну, то есть я не могу собраться и уйти. Трахай ящерицу. Ну, в общем, это становится тело как инструмент. То есть оно лежит как кукла, а человек отделяется. Это тяжелая тема, сложная, но она у нас часто встречается, поэтому я не могу об этом не рассказать. И это, во всяком случае, для меня это было, еще понимание к тому, что, на ту чашу весов, что с этим тяжело очень потом смириться. Какое бы ты повышение, какую бы роль, какой Оскар бы ты ни получил, ты все время будешь находиться в состоянии... То есть и в этом сериале The Morning Show эта девушка рассказывает об этом, выдыхает, казалось бы, да, она открывается, но она заканчивает передозом на следующий день, потому что она не смогла с этим справиться. И показывают, что она уходит в параллельные миры, работая, будучи эффективной все это время, потому что ты не можешь пережить этот абьюз, да, и поэтому особенно на этом примере, когда говорят, зато у тебя Оскар, да, ты понимаешь, что он дался тебе такой ценой, что он для тебя не значит ничего вообще. Ты просто всю жизнь страдаешь и пытаешься как-то с этим справиться, испытывая еще вину, осуждение со стороны, да, и вот эти вот наблюдающие кто-то тебе говорят, ты же Оскар получила, ты что, не знала, зачем ты номер появлялся? Понятно, что все добиваются там разных вещей разными путями. Кто-то может идти на это осознанно. Я не говорю, что это всегда, и что все вот ровно с такой ситуацией. Но зачастую, когда начинают разбираться, это вот такая идея происходит, вот это вот расщепление. И дальше, так как у нее тело является ее инструментом, фактически это единственный ее способ справляться с эмоциями. То есть она не может их никак перерабатывать другим образом. У нее нет другого способа, как вступать. То есть это происходит сексуализация всего. Мне одиноко, мне нужен секс. Мне там грустно, мне нужен секс. Я разозлилась, мне нужен секс. То есть у нее единственный инструмент — это входить вот в эти... вроде звучит... то есть может пойти по пути, когда ты используешь всю оставшуюся жизнь свое тело как инструмент, да, для того, чтобы выходить, а можно пойти по пути, чтобы больше никогда, не подпускать, да, никого. А для чего ты его используешь как инструмент? Я не понимаю. То есть мне грустно, мне нужен секс. Мне там одиноко, мне нужен секс. Сегодня среда, мне нужен секс. Но тело, я имею в виду, ты что закрываешь тем самым, когда используешь тело как инструмент? Какую боль, я имею в виду? Какую рану невозможность вообще никак перерабатывать аффект. Что такое переработать аффект? Это столкнуться, например, с одиночеством, да, то есть ей можно задать вопрос, но если ты не поедешь в этот день там в бар, да, и столкнешься с одиночеством, что будет?
есть есть гипотеза, да, и велика вероятность, что для нее это конец света. То есть она не может обработать этот эффект никак, она не может никак с этим справиться, потому что, один из показателей, скажем, относительно здоровья психики, понятно, что идеально здоровых нет, да, и у всех, в общем, там свои фишки, но, в общем-то, один из показателей здоровой психики — это то, что ты справляешься с неопределенностью, ты справляешься с любого рода эмоциями, которые ты переживаешь. Ты можешь их переварить, тебе не нужно отыгрывать, тебе не нужно в этот момент там выпить бутылку водки, да, или поехать в бар, или поехать играть там на рулетку, да. То есть аддикции в этом случае являются хорошими... Имеется в виду, что ты сидишь дома в пятницу, смотришь сторисы друзей, которые такие: «Ю!» А ты такой: да, мне похуй. Это типа умение справиться. Да? Пожалуйста. Я думаю, что хорошо справляться с тем, что нас не задевает, да? Слушай, а вот если у тебя вдруг есть подруга, и она почему-то решила каждое утро теперь выкидывать сторисы, как она в 9 утра пьет кофе на Патриарших, так. Проживая великолепную осень без депрессии и вообще так улыбается часто. Ты должен что-то испытывать в этот момент? Расскажи нам об этом. Ты должен испытывать какой-то дискомфорт, учитывая, что ты живешь в однушке на народного ополчения, блядь, на каком-то 20-м этаже. Почти адрес сказал. Слушай, маргинальный вывод психолога. Вывод психолога, который учится 2 месяца. И перед родственниками строит теории. Смотри, она сказала, что у нее была очень тоталитарная мать, занимает высокий пост в городе, и, соответственно, из-за этого требовала от нее идеального поведения. Потому что, конечно же, дети членов партии «Единая Россия» великолепны, правильно? И мутузила ее за все, что можно и нельзя. И не было ли такого, что она решила: окей, мое поведение будет идеально, но телом я буду... условно, понимаешь, типа, мое поведение... Ты за него отвечаешь, но телом буду распоряжаться так, как я хочу. И просто как будто бы против матери, типа. И, может быть, даже, безусловно, я не ставлю под сомнение, что это был насилие, абьюз там и так далее, но как будто бы он был спровоцирован еще какими-то другими факторами, из семьи в том числе. Я отдам себя на домогательство только для того, чтобы иметь этот секрет, за который тебя не могут поругать. Слушай, но гипотеза «моё тело, моё дело» в принципе может быть рабочей, да, когда тебе так все запрещали, что потом ты делаешь своим телом все, что считаешь нужным, да, и может быть это является, какой-то составляющей частью, да, но я не думаю, что это определяющее в данной ситуации, именно потому что девушка очень, понятно, описала вот эту диссоциацию, что она поняла, что она подверглась абьюзу, только когда ей парень позвонил и сказал, что я лишил тебя девственности. Да. То есть фактически он, что-то сделал с ее телом. То есть как будто бы ее голова, так как она и психика, она была отключена, да, в этот момент. И тут получилось, знаешь, что как бы схлопнулось это. Вот если, извините, если кто-то не видел The Morning Show, может быть, вы будете смотреть, там тоже происходит вот это вот насилие, да, и девушка в нормальном настроении, как в нормальном, она еще не понимает, что произошло, идет на работу, да, и она воспринимает, не понимает, пока это оценивать. И этот ведущий проходит мимо нее, не здороваясь. Да, и он как бы ей подтверждает, что это было про тело, условно говоря, а не про душу. То есть вот это вот схлопывание может произойти после. Все понятно. Девушки, к сожалению, подвергаются абьюзу и так далее. Но, как ты сейчас завела эту тему, местами он бывает очень тонкая грань. Да? И как мне, мужику, который там не в отношениях, не в браке, который имеет сексуальные отношения с разными девушками, как мне понять, не переступаю ли я ту грань, которая уже может называться абьюзом, насилием или чем-то еще. Пока что у нас точно прочерчено, это грань возрастная, несовершеннолетняя, да, то есть мы с чего начали, да, когда ты несовершеннолетний, тебе трудно себя, еще анализировать, да, ты еще свою сексуальность не понимаешь, так. Поэтому, соответственно, это точно грань, да, с несовершеннолетним, и также грань это с иерархией. Если ты в любом виде начальник у этого человека, то если ты не хочешь, во всяком случае, ходить по
бритву лезвия, да, и быть обвиненным в харассменте как наказание, да, в отличие от уголовной статьи, ну там тоже, да, кого-то, в общем-то, и посадили, то тогда не надо нарушать иерархические отношения. Смотри, то есть вступать в женщину, которая ниже тебя иерархии. Потому что вот в том случае сериала, который я привожу, он точно, если проследить, шел по тем ступеням, что он ее завлекал как ее наставник. Так Да? из То есть её он письма- через иерархию зашел на нее. Так из ее письма тоже есть иерархия. Она же пишет, что это был 27-летний парень. Да, а Мы ей не знаем, 16, в той она атмосфере, да, несовершеннолетняя. возможно, он нес какое-то там лидерские качества, был там, Она не знаю, лидером несовершеннолетняя. определенной группы и так далее. Окей, она несовершеннолетняя. Я про себя давай говорить. Может быть, у кого-то есть, будут другие смежные примеры. Я медийный человек. И, наверное, со мной, может быть, хотят сексуальной близости или просто познакомиться, узнать. Знаешь, я всегда, уж простите, пожалуйста, не пишите мне в директ вот это дерьмо. Может, мы созданы друг для друга? Блядь, конечно. Конечно, мы созданы друг для друга, учитывая, что у вас на аватарке береза, блядь. Конечно, мы... честно, я не пытаюсь никого обидеть, просто я не понимаю, зачем вы тогда это пишете. Вы сами себя толкаете на вот этот обидный комментарий, понимаете, чтобы его услышать. Я в том плане, что, безусловно, наверное, я в более выгодном положении. И как мне понять, не перехожу ли я ту грань, которая либо это секс по обоюдному желанию, потому что кто-то хочет меня как мужчину, либо потому что я известная личность, и я могу где-то там чуть-чуть переднадавить, потому что я и не тупой еще к тому же. Не Батрутдинов я С имею. сожалением, знаешь, еще и не тупой вообще. Просто в омуте поклонниц. Вот та грань, где я, понимаешь, еще, наверное, и могу как-то там в силу я опытный мужик, мне 40 лет, я много что прошел. Я знаю, на какие точки, может быть, где-то надавить. Просто не для того, чтобы склонить к сексу. Я вообще никогда этого не делал. Я могу себе поставить точно в заслугу. Я ни разу, даже в молодости, когда это очень сильно используется, ни одной женщине ради секса не говорил, знаешь, что это? Я люблю тебя. Последний аргумент вот этот. Когда она такая... Ты такой, я люблю тебя. Ладно. То есть для меня этого не было. Для меня сразу был как факт, что я как мужчина должен возбуждать женщину. Все. Никакие другие факторы. А не как кто? Не, а не как, я не должен пользоваться какими-то дополнительными условиями, знаешь? Что, типа, я люблю тебя, и какая-то там девчонка из Бутурлиновки такая, что, меня любят? Обалдеть. Даже родители этого не делали. То есть, понимаете? Неплохо прозвучало. Где та грань? Мы, мужики, зачастую можем где-то передавить, сами этого не понимая. И, наверное, немного неправильно нас вот так вот, знаешь, многогласно обвинять сразу в насилии, потому что мы действительно местами можем этого не понимать. Поэтому это и серая зона, поэтому каждый случай рассматривается отдельно. Но если у тебя нет, знаешь, как это... Если у тебя нет в анамнезе повторяющихся подобных ситуаций, то скорее тебе и переживать нечего, потому что зачастую мужчина, который, в общем, ловит с очком женщин так устроенных, у него есть к этому потребность. Да. И он как будто бы, знаешь, тоже и понимает, и не понимает, что он делает. Но я не в смысле, что я хочу как-то, хотя так это сейчас прозвучало, это тоже, определенная, так скажем, патология. Не знаю, если ты хочешь, если тебя возбуждает только это если насилие. ты говоришь о постоянном каком-то. Да, понимаю. Я имею в виду про тот, если у тебя нет... может быть случайный случай где-то, понимаешь, вы в баре выпили там чуть больше положено. Да, как будто никто ни с другой ни стороны, конечно, ни от чего не защищен, и это жизнь, и, в общем, так, наверное, будет всегда, если не будут введены карантинные меры. Какое плохое. Хотел формулировку сделать. Имели ли мы право на один в жизни бесплатный абьюз, я имел в виду, что... Руслан, тебе с этим жить? Нет. Тебе решать. Слушай, просто я полностью на стороне женщин и полностью против абьюза и движения МeToo великолепно и так далее. Но еще раз говорю, иногда вполне себе хорошие мужики, возможно, где-то чуть поддали на газ, и их могут в этом обвинить единожды. И он как будто сразу негодяй, а он... понимаешь, я пытаюсь как-то защититься в том числе. Правда в том, что весь мир сейчас пытается понять, что такое харассмент. Да. То есть ни у кого нет ответов. Была первая волна, когда это было очевидное насилие, иерархическое. Вторая волна харассмента, она действительно
ну, как будто бы меньше жестких требований к тому, что произошло, а больше домысла и предположений. Ну, если я так, ну, как, может быть, некорректно, но разделила, да, эти первые две волны. Вот, поэтому, соответственно, весь мир пытается разобраться, что с этим делать. Ну, это хотя бы движется в сторону того, что нужны доказательства, а не вот это вот пресловутое закидываем камнями. Нет, только ну как потому, что будто вот бы она вторая сказала. волна, наоборот, меньше требует прямых вещественных доказательств. Да? еще хуже у тебя Да, обстоят. да. Первая волна как раз была уже там, вот есть четкие доказательства. Поэтому мы, ну то есть мир исследует эту тему, мы об этом говорим, и мы тоже ее исследуем, мы тоже об этом говорим. Нет никаких... Точно так же, как и, ну, условный феминизм, да? Ну, Чужие письма мы участвуют пытаемся в мировом этом исследовании. разобраться. А? Хотел сказать, чужие письма участвуют в мировом исследовании. Ладно, если возвращаться к девчонке, что ей, я не знаю, возможно ли что-то посоветовать или что. Вот она обратилась к психологу. Странно, да? Психолог звучал как зауч. В школе. Ну, да, который поставил вопрос. Значит так, милочка, либо ты с этим живешь, либо нахуй отсюда. Будешь мне позорить тут среднюю школу номер 12, выпускниками которой была Валентина Терешкова. Слушай, я не... Просто сопоставил факты, вообще это неправда. Валентина, это неправда. Не стоит просить у Путина, чтобы меня линчевали нахуй. Ну, то есть, учитывая, что я с самого начала сказала, что это типа, ну, глубинная проблема, и чем раньше произошла, ну, какая-то ошибка, так скажем, тем, в общем-то, дольше это лечить. Поэтому, ну, то есть я не буду ничего другого говорить, что единственный тут шанс — это терапия длительная. Но что будет происходить в этой терапии? Нужно соединять части через соединение прошлого и настоящего. Потому что еще одним подтверждением вот этой вот расщепухи это то, что она пыталась, ну, как бы аннулировать свое прошлое. Помнишь, она говорит, я перестала врать, что я вообще... Ну, то есть это, ну, как будто ты пытаешься целый кусок аннулировать и выбросить. Это еще один пример расщепления, но только горизонтального. Соответственно, терапевт, надеюсь, грамотный терапевт, если вдруг будет возможность, он будет соединять эти части, а как это уже будет внутри происходить, зависит только от них двоих. Да, кстати, что за херня? У нас на канале 150 тысяч подписчиков, а у Ольги только 30 тысяч. А? 35. Что за... За время эфира? Нет, это после того, как ты ко мне в прямой эфир зашел. А, серьезно? Где мои 10%? Так, 500 человек на меня подписались. Вот, поэтому подписывайтесь. Там больше психологии, больше разборов. Больше прогулок по Патриаршим прудам в 8 утра. Да, чтоб ты знала, я завидую, между прочим. Я каждый раз смотрю, такой думаю, боже, как я живу плохо. Ну, потому что в этот момент я голый рублю в PlayStation. Понимаешь? Ладно, приезжай гулять. Голый? Вы охренеете, хочешь если будет совет? такой сторис, Ольга в пальто, такая, все дела, с кофе. Кстати, со мной Руслан идет. Ты считаешь, мне мало завистников? Еще ты приедешь голый. Представляю, как охренеют твои родители. Брат приедет, задушит меня нахуй вообще. Он. Дим, привет. Не, у Ольги прикольный брат в том плане, что я понял, ну вот у меня тоже есть брат, и у нас с ним такие отношения, ну типа очень великолепные, отличные, но я не могу сказать, что я о нем забочусь там или еще чего-то. А у него брат такой прям что-то, я там, Ольга, и он такой, что, блядь? Поняли? Сразу вообще просто, что случилось? Тигр мой. А? Я говорю, тигр мой. Я про брата. Тиндер твой? Тигр. А, тигр? Да. Бля, я с ума сошел. Я думал, Тиндер мой. Я думаю, в смысле? Что, о чем, что с ней? Да, то есть он такой, а вот этот как? И ты такая... Так, а еще... то есть выбирают. Ну да, ну, наверное, Тиндер. Что За ухо подводит. А этот как? Ладно, иди отсюда. Ох уж эти оговорочки по Фрейду. Не говори, ох уж эти оговорки по Тиндеру. Так, давай, так как у нас уже пошло время письма, Так. то я скажу, да, так как я верю свято в психоанализ и подхожу к разбору с точки зрения психоанализа, да,
то, в общем, сны — это наша королевская дорога к бессознательному, как говорит Фрейд, потому что во сне мы ассоциируем свободно, и наше суперэго — это вот все наши ценности, все наши строгие установки, они спят себе спокойно, а мы, значит, все фантазируем. Вот, поэтому сонников никаких нет у психоаналитиков. Все рассматривается в контексте, исходя из того, что за человек, что с ним сейчас происходит, и как сам он описывает свой сон. Поэтому, если вы хотите, чтобы и дальше в выпусках были письма со снами, то, пожалуйста, пишите, историю, что с вами происходит, о чем вы переживаете, да, на каком этапе жизни. Себе, да. да? И вот, например, какой-то повторяющийся сон. Присылайте на почту «Чужие письма», которые есть на Инстаграме «Чужие письма», и тогда будем сновидеть с вами вместе, потому что разбор сна — это такое, в общем-то, коллективное сновидение. Поэтому пока Руслан будет читать, закрывайте глаза и получайте удовольствие. С детства мне снились цыгане, которые срывают входную дверь. Вот, смотри, вон в шляпе. С детства мне снились цыгане, которые срывают входную дверь с петель, либо взламывают замок. Я закрываю ее, а они снова и снова открывают до бесконечности. В последнее время мне часто снится дорога, усыпанная драгоценностями. Я вижу, что это все мои драгоценности реально совпадают с ювелирными изделиями, которые у меня есть. Это не из парламента у нас письмо. Пытаюсь их забрать, но не могу унести из-за огромного количества. Это какая-то Набиуллина нам пишет, не? Я реально ощущаю сквозь сон, как я надеваю кольца на каждый палец или несколько. Либо другие люди тоже подключаются и начинают забирать, а у меня огромная досада, ведь я понимаю, что это все мое. И в том, и в другом случае во сне меня охватывает реальный ужас. Буду благодарна, если разберете. Я даже психологию сновидений Фрейда купила. Именно из-за этих двух ужасающих меня снов. В скобочках. Кстати, мне, как и Руслану, часто снилось во взрослом возрасте, что я летаю над городом. Отталкиваюсь в воздухе ногами, как лягушка. Обычно летаешь, значит растешь. Но это для детей, я думаю. И смайлики. Вот смотри, учитывая, что этот сон вырван из контекста, тогда, то есть я фантазирую на эту тему, да, понятно, сновидим. А если мы, то есть вот во всяком случае часть про украшения, да, потому что, первое там про цыган, которые хотят что-то отнять, понятно, то есть, в общем, что-то очень хочется сохранить. Вот про дорогу, которая вся в украшениях, и приходится их собирать, как будто фантазия о том, что эта дорога — это ее путь. Да, путь, который она выбрала. Вот, тогда вот мы представляем, что у тебя есть путь, по которому ты идешь. Этот путь — это твоя жизнь. И у тебя на этом пути рассыпаны все твои украшения. Украшения — это то, что имеет ценность именно для тебя. Да? То есть остальные люди могут тоже воспринимать это как ценность. И она пишет, что мне страшно, что кто-то еще начинает это поднимать. А для кого-то это может никакую ценность не иметь. Потому что зачастую, я думаю, что девушки меня поддержат, ценность украшения может определяться не его стоимостью, а то, когда оно было подарено, кем подарено. Чуть я сразу вспомнила подвеску Керри Брэдшоу, увидев которую в Париже, она поняла, что она вернется, хочет назад в Нью-Йорк, мужчине своей мечты. Так вот, собственно... Вот видишь, если уже пошли свободные ассоциации, то их не остановить. Речь, наверное, о каком-то женском сериале, да? Я правильно понимаю? Вот, поэтому... Мы тут все мужиками немного в ахуе, поэтому... не всеми. Нет такого ощущения, что она сейчас какое-то кодовое слово сказала, и все женщины энергией, блядь, зарядились какой-то. Да, и отдали мне энергию волной. Ага, Вот, поэтому мы представляем, что это жизненный путь выбранный, это жизнь, да, и все эти украшения рассыпаны. Поэтому украшения рассыпаны, значит, нужно наклоняться и через шаг, да, кверху попы эти украшения, эти ценности собирать. Дальше я представляю компьютерную игру. Вот если мы будем собирать в компьютерной игре все монетки, мы уложимся в необходимое время? Да, скорее всего, нет. Скорее всего, для того, чтобы соотношение собранных драгоценностей и определенного времени было соизмеримо, и ты оказался в победителях, условно, тебе не нужно поднимать все ценности, все монетки, условно говоря, за прохождение. Поэтому как будто бы тут есть идея, что жизненный путь выбран, да, и что вот эта дорога жизни есть, но девушка по ней не движется.
А что То она есть делает? она скрупулезно, в общем-то, обращается к тем вещам, которые, может быть, и не так ценны, и не так важны, как ей кажется. То есть жизнь гораздо, в общем, длиннее и интереснее. И еще на эту фантазию меня натолкнула идея о том, что она вспоминала о том, как в детстве она умела парить, отталкиваясь ногами, собственно, вот от этой дороги, которую ты сам для себя определил. Потому что зачастую выбранный путь — это не всегда тот путь, по которому нам действительно хочется идти. Да? Я много раз говорила, чтобы понять, каков твой путь, иди за своими желаниями, да? А не выстраивай себе схему там, на 10 лет и иди там, вниз головой, кверху попой, собирая все бенефиты, которые ты себе наметил. Поэтому, в общем, моя идея, я не знаю, может быть, она покажется слишком замудрой или, может быть, даже кому-то притянутой за уши, но когда я это читала, у меня было именно ощущение в том, что она выбрала тот путь, по которому не двигается. А ей очень хочется, как и в твоих снах, и в ее снах детства, оттолкнуться двумя лапами, собственно, вот от этой земли и парить, следуя своим желаниям и своим предпочтениям.